Женское одиночество. Каковы его причины? Я насчитала ровно 10, и сегодня мы их с вами разберем. Но сначала хочу предупредить. Возможно, я буду говорить несколько жестко, но это для вашего же блага. Потому что пока другие будут вас утешать, говорить, что вы такая красивая, все обязательно у тебя будет хорошо, и принц твой найдется, это все звучит очень приятно, но проблему не решает. Я же хочу разобрать те моменты, которые вам надо обязательно проработать для того, чтобы ваша личная жизнь наладилась. И среди этих причин вы обязательно найдете одну, которая мешает именно вам, а может быть и не одну. И еще, мы не будем в контексте этого видео разбирать тех женщин, которые сейчас одиноки, потому что, может быть, они еще не до конца пережили какой-то сложный разрыв, или они осознанно решили быть одни. Мы будем говорить только про тех, кто очень хочет отношений, но у них никак это не получается, и большую часть своей жизни они проводят в одиночестве. Итак, какие это 10 причин? Причина первая – завышенное самомнение. Его не нужно путать с высокой самооценкой, потому что высокая самооценка – это вещь достаточно объективная. А завышенное самомнение – это, например, когда женщина считает, что она очень красивая и чрезвычайно умная, на основании каких-то косвенных причин. Ну, например, она считает, что она несколько привлекательнее, чем большинство женщин в ее окружении. Или у нее там в анамнезе 2 высших образования. И вот она считает, что она такая умница и красавица, но почему-то мужчины этого не ценят. И ей постоянно встречаются всякие неликвид. Женатики, нищеброды, маменькины сынки, кто там еще, альфонсы. И она не понимает, почему так происходит. И вот начинаешь разбираться. Смотришь на эту женщину, слушаешь ее и понимаешь, какого-то особого ума-то и нету. Нет, не сказать, что она глупая, но высшее образование и эрудиция – это как-то не совсем про ум. Это больше относится к сфере знаний. Да, красивая, да, привлекательная, но этого тоже мало, потому что Россия вообще страна красивых женщин. А Моника Беллуччи, извините, она одна на миллион, то есть и здесь сложно выделиться. Но женщина считает, что она по всем параметрам прекрасна, и вот возводит себя на пьедестал и не понимает, почему другие-то не могут это оценить. Причина номер 2. Вас не видно. Это не значит, что вы должны как-то особо высовываться, проявлять активность, там, не знаю, быть душой компании. Не совсем об этом речь, потому что, во-первых, не все люди это умеют, и не всем это нужно. Потому что женщина может быть интровертом и вообще достаточно замкнутым человеком. И нет никакой необходимости себя специально ломать. Здесь мы говорим несколько о другом. О том, что люди, и мужчины в том числе, вас не замечают, потому что у вас нет какой-то харизмы или изюминки. То есть взгляд скользит мимо вас. А харизмы и изюминки обычно нет по 2 причинам. Либо вы сами себе неинтересны, потому что в вашей жизни мало каких-то увлечений, занятий, то есть того, что заставляет, в общем-то, ваши глаза гореть, а душу трепетать. Вы чем-то занимаетесь, безусловно, но все это достаточно поверхностно. Ну, например, вы читаете какие-то разные умные книги, потому что вроде так надо. Вы путешествуете, потому что все путешествуют, потому что это некое саморазвитие. Или вы занимаетесь йогой, потому что так модно. Но, по сути, ничего из этого вас особо не цепляет. Либо, вторая причина, у вас действительно есть занятия, которые вас сильно увлекают, но вы их держите при себе. Вы очень закрытая, и вы не хотите ни с кем этим поделиться. Может быть, стесняетесь, может быть, еще по какой-то причине. И люди не видят вас вот этого внутреннего огня. То есть людям не столь важны ваши интересы, сколько им важно видеть вас вот такой вот внутренний огонь. Третья причина. Вы колючие. Может быть, вы пережили в жизни много разочарований. Может быть, вы много страдали, пережили много боли. И поэтому вы замкнулись в себе и сидите вот в таком вот панцире и нос наружу не высовываете. Вас можно понять. Но дело в том, что большинство людей вообще так устроено, что они, чтобы вот этой боли избежать, избегают и счастья. Потому что они понимают, что в погоне за счастьем они очень сильно рискуют, могут проиграть и снова будут страдать. И поэтому они выбирают вот такой вот срединный серый путь, когда мне, может быть, и не очень хорошо, но зато и не больно. И женщины, которые бы очень хотели личную жизнь наладить, но у них никак это не получается,
они начинают свое желание сублимировать. Они становятся циничными и говорят вот такие фразы, например, «хорошее дело браком не назовут», или о том, что все мужики измельчали, или о том, что человеку свойственно одиночество, все вот в таком духе. И окружающие понимают, что что-то не так, что нормальная, здоровая, оптимистичная женщина не будет говорить просто так такие фразы, что у нее что-то в жизни произошло, почему она такой стала. Они не понимают причин, но они видят ваше внутреннее состояние негативное, и их это отталкивает. И мужчин, естественно, в том числе. Поэтому понятно, что вы могли много разочарований в жизни пережить, но хотя бы попытайтесь это не показывать. Вот просто даже скажите «я в активном поиске» в ответ на вопрос про личную жизнь. Это и то будет лучше, если вы скажете, что все мужики козлы или что хорошее дело браком не назовут. Четвертая причина. Вы остановились в развитии. Это сложная причина, поэтому я попытаюсь объяснить ее как можно более понятно. Дело в том, что большинство людей могут развиваться и менять свое мышление только под влиянием каких-то внешних обстоятельств. И женщина чаще всего меняется именно в отношениях. Ну, если условно, допустим, она там в 20 лет вышла замуж, в 23 года закончила университет, в 25 родила, в 32 ребенок, в 50 уже внуки и так далее. Таким образом меняется ее жизнь, меняется ее восприятие жизни, меняется ее образ мыслей. В 50 лет она не такая же, как в 20. Но те женщины, которые большую часть своей жизни проводят в одиночестве, то есть без отношений, им эти этапы проходить сложнее. И поэтому мы иногда встречаем таких женщин, которые в 40 лет ведут себя так же, как в 20. Или, по крайней мере, так мыслят. Как вечные вот такие девочки в поисках принца. Им сложно перенастроить свое мышление. Их тоже можно понять. Потому что когда ты в 20 лет не пережил вот эти романтические порывы, какие-то красивые ухаживания, когда там юноши за тобой бегали с цветами, потребность-то осталась. И в 40 лет эта потребность не закрытая все равно дает о себе знать. Подружки ваши могут такого поведения не замечать. А вот мужчины очень хорошо чувствуют. Не понимают причину, но чувствуют очень хорошо. И такая женщина, вот вечная девочка, кажется им очень странной. И что здесь можно сделать, если вы не состоите в отношениях, но не хотите застревать на каком-то определенном этапе? Два способа, и вам надо применять их оба. Первый – это осознание. Понять, да, вот в 20 лет такого со мной не было. К сожалению, очень хотелось, но не случилось. Надо через это перешагнуть и жить как-то дальше. Потому что я в свои 40 буду получать то, что я могу от жизни получить по максимуму. И второе. Присматривайтесь к другим женщинам, к тем же вашим замужним подругам. Как они себя ведут, какой у них характер, как они рассуждают, даже мимика и жесты, все важно. Какой у них образ мыслей. Ведь недаром же даже существует поговорка, что замуж выходят одни и те же. Или что замуж выйти проще той женщине, которая уже в браке была, чем незамужней. Потому что у них даже энергетика другая. Причина номер 5. Вы не можете ответить на вопрос, что вы можете дать мужчине. Когда я этот вопрос задаю у себя в блоге, мне дают обычно два варианта ответа. Первый – это мужчина должен давать, потому что это его обязанности, либо я мужчине могу дать заботу, поддержку и любовь. Первый вариант мы сразу забраковываем, потому что ни один здравомыслящий человек не будет что-то давать безвозмездно. И мужчина ничего не будет вам давать, если вы не будете ему в равной степени что-то давать взамен. Это как в анекдоте, да, когда что требуется от мужчины? Пусть он там дарит шубы, драгоценности, ухаживает, заботится и так далее. А что-то ему взамен? Вот то самое. Что касается любви и поддержки, здесь сложнее. Потому что мы, женщины, думаем, что это очень ценные вещи. Но на самом деле не совсем так. Потому что в отношениях забота, поддержка и любовь и так подразумевается. Иначе зачем вообще эти отношения нужны, если в них этого не будет? Но мужчины вступают в отношения с женщинами не для этого. Они тянутся к той женщине, которая их цепляет. А уже потом ждут, что она будет о нем заботиться, поддерживать и любить. Причина номер 6. Вы не знаете, кем вы являетесь. Есть такая избитая фраза «будь собой, и тебя такой полюбят».
На самом деле смысл этих слов очень сильно искажен, потому что люди начинают думать, быть собой – это значит, пусть меня любят со всеми моими недостатками, со всеми моими тараканами. Но извините, в таком образе вы никому особо не нужны. Быть собой подразумевает нечто иное. Когда вы понимаете, кто вы, кем вы являетесь, какие ваши потребности, цели и желания в жизни, и когда вы умеете этому следовать, по крайней мере, пытаетесь это реализовать. Но у многих женщин другая проблема. Они считают, что у них личная жизнь не устроена, потому что с ними что-то не так. И они начинают заниматься самокопанием, бросаются из крайности в крайность, то покупают курсы по женственности, то пытаются быть стервами, то машут юбками, то еще увлекаются какими-то ведическими женщинами. Получается полная мешанина, какая-то адская смесь. И когда мужчина на все это смотрит, он вообще не понимает, а где личность-то этой женщины, где она затерялась. Причина номер 7. Вы не знаете, хотите ли вы отношений на самом деле. Может быть, на вас давит общество, ваши родители. Может быть, вам самой не хочется ощущать себя белой вороной на фоне своих замужних подруг. Или вы боитесь одиночества, или еще какая-то причина. Но все это ложные цели. И на подсознательном уровне вы мужчин отталкиваете. Но проблема у вас здесь не в результате, не в том, что мужчины рядом с вами нет, а то, что вы этого не хотите. Причина номер 8. Вы привязчивы, зависимы и вцепляетесь в мужчину всеми своими конечностями. Может быть, вы слишком устали от одиночества, может быть, вам слишком хочется отношений, и поэтому любого более-менее симпатичного мужчины, который проявляет к вам внимание, вы сразу становитесь от него зависимы, вы очень боитесь его потерять, проявляете какое-то к нему повышенное внимание. И здесь есть такой опасный момент. Дело в том, что некоторым мужчинам это нравится на первых порах. Вот им нравится такое повышенное женское внимание, женская влюбленность. Это не значит, что они им пользуются. Мужчин самих это увлекает. Они начинают думать, что их страсть вызвана тем, что женщина им понравилась, а не тем, что они просто откликнулись на женскую влюбленность. Но такая эйфория проходит достаточно быстро. И мужчина приходит в себя совершенно внезапно, не понимает, а что такое было? Вроде она мне сильно нравилась, и сегодня я понимаю, что она очень странная, и вообще она мне не нужна. Он исчезает, обычно внезапно, и женщина находится в полной растерянности, чуть ли не в панике. Она рвет на себе волосы и думает, что ж такое произошло-то? Он же так сильно меня любил, строил совместные планы, что я сделала не так? А мужчина исчез, обычно без объяснений, чтобы просто собраться с мыслями и понять, как ему быть дальше. Причина номер 9. Вам не интересны мужчины. Мужчина вам нужен лишь как набор определенных функций, которые вам подходят. То есть, чтобы обеспечивал, был заботливым, любил, радовал и так далее. То есть, как приложение к вашим желаниям. Что мужчина из себя представляет как личность, каковы его собственные цели и желания, вам абсолютно не интересно. А мужчины очень хорошо чувствуют, когда их используют. То есть, когда их рассматривают только в качестве набора функций. И поэтому они из таких отношений уходят очень быстро, если вообще их начинают. И причина номер 10. Вы быстро расслабляетесь. Не прошло и пары месяцев, и вы считаете, что все, вы уже в отношениях, что у вас крепкая пара и строите планы на будущее. А это очень опасное состояние, потому что за эти пару месяцев даже первая эйфория влюбленности не успевает пройти. А ведь на смену ей должно прийти понимание того, что вам действительно с этим человеком по пути. Какое-то принятие. Когда вы посмотрите, подходите вы вообще друг к другу или нет. У вас нет на этом этапе никаких отношений. У вас просто приятное взаимодействие, просто приятно проводите время, не более того. Итак, мы с вами разобрали 10 причин женского одиночества. Я более чем уверена, что хотя бы одну из этих причин вы в себе увидели, а может быть даже больше. И, пожалуйста, напишите в комментариях, какие эти причины. Можете прямо по номерам, можете не расписывать. Мне очень важна от вас обратная связь, чтобы я лучше вас понимала и ваши запросы. И чтобы следующие свои видео я записывала в соответствии с ними, чтобы больше раскрывать именно то, чем вы интересуетесь, то, что вас беспокоит. И ставьте ваши лайки и не забывайте подписываться на мой канал, потому что по статистике 80% человек, которые меня смотрят, на меня не подписаны. А я очень хочу знать, что это за люди.
Ну и увидимся в следующих видео.